навсегда. Все и каждый миг здесь проведенный мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Иордания – это больше, чем страна контрастов. Здесь древнейшие памятники архитектуры дополняют ритм арабского мегаполиса. Здесь восточная самобытность сочетается с европейскими ценностями. И здесь тоже есть выпускники российских вузов. Здравствуйте, я Салям Тваль в Иордании, выпускник Университета дружбы народов, поэтому не удивляйтесь слышать по-русски говорю. За плечами нашего выпускника Амман – город с древнейшей историей. Поэтому внести свою лепту в развитие столицы Иордании для него было вдвойне ответственно. История началась отсюда, религии начались отсюда. Здесь больше христианских мест, чем в любом другом городе или в любой другой стране мира. Это вход в историю отсюда. История самого Салям Тваля началась с того, что он впервые услышал о России от своего отца. Мой отец был, наверное, один из первых туристов, которые ездили в Россию в начале 60-е годы, когда еще закрытая страна была, Советский Союз. Очень много рассказывал и добавлял все время тоже, что я хочу, чтобы вы там учились. Маленькими еще в школе были, когда у нас в голове уже, что мы поедем туда учиться. Так и случилось. Сначала в Москву поехали учиться старшие брат с сестрой. Потом пришла очередь Саляма. Тот день, когда я первый раз прилетел в Москву, в Шереметьево, 12 августа 1974 года. Это я помню, этот день, потому что это мое второе рождение. В России мало родиться в рубашке. Тут нужна одежда потеплее. Взяли нас все в ГУМ и покупали нам теплые одежды. Всем студентам, иностранцам. Пальто, туфли, вообще вот полностью все теплое. Как вот заботились, как они волновались и боялись за иностранцев, чтобы им не холодно было. Пожив немного в общежитии, Салям уже знал, горячий прием у русских ничуть не уступает восточному гостеприимству. Один, например, жарит картошку, считает, что это не себе только, а всем, кто есть из ребята. Иногда самому не осталось ничего есть, но чтобы другие все вместе поели. Каждый раз, возвращаясь в Москву, он по привычке заходит в университетскую столовую. Здесь все тот же компот в граненых стаканах. Да, стаканы компота наши, еще нашего времени, советское время, да. А вот его любимые блюда уже не подают. Плов по-арабски так называли. Очень близко к нашему, что маме нам делали. Зато в фойе университета до сих пор хранится фотография со встречи Ясера Арафата со студентами университета. Это очень вдохновило студента Саляма. Именно этим отличался Университет дружбы народов от других вузов, от других университетов в России, что открыт был для всех, и политики из разного мира, и космонавты. Он узнает их из тысячи. Негласное правило выпускников России. Если уж кто-то в семье получил русский диплом, вопрос, где учиться детям и внукам, не обсуждается. Это квартальца твоя жена? Это моя жена, наш выпускница инженерного факультета. Все наши рудельцы здесь? Будет наш учиться здесь. Выпускник из Перу и Салям Тваль из Иордании легко нашли общий язык. Таким для них стал русский.
Университет дружбы народов, наверное, самый лучший университет в мире, где учат русский язык. Я в этом уверен, потому что когда я сравниваю даже уровень русского языка у выпускников Университета дружбы народов с другими вузами, я вижу разницу. Но позже он все-таки признается. Когда-то Салям так хорошо говорил по-русски, что даже прогуливал лекции, о чем очень пожалел на экзамене. И спрашиваю у одной красивой женщины, где Татьяна Николаевна, мне ей экзамен сдавать. А вы кто? Я говорю, я Салям Тваль. Говорит, ты Татьяна Николаевна. Я говорю, ой, какой я дурак, красивая такая, я пропустил красоту так. Насколько хорошо Салям выучил русский, он уже проверил. А вот как освоил профессию инженера, пришлось с нуля доказывать дома. После окончания учебы я вернулся в Иорданию и сразу стал работать в муниципалитете Аммана, Умера Аммана, инженером, потом уже современным директором, начальником директором и советником, а теперь пенсионер. Итого 27 лет стажа. За это время мэрия для него стала вторым домом. За время работы Салям Тваля Амман серьезно вырос. В столице появились крупные заводы, новые дома и живописные мосты. Началось строительство 11 заводов в том районе. Амман, может, и не сразу строился, но явно стахановскими темпами. А все потому, что это дело рук далеко не одного выпускника России. Здесь их действительно много. Там офисы, там жилые места, там гостиницы, там торговые центры, молли. И интересно, что наши инженеры, выпускники, многие там работали и завершали работы, там наши специалисты-инженеры. Они, кстати, работают и в Саудии, и в Эмираты. Столицу Иордании Салям Тваль знает как свои 5 пальцев. Да и вообще весь Амман у него как на ладони. Большой прогресс, большой прогресс. Едешь по улице, через 2 месяца по этой же улице едешь, уже новые дома, новые строительства. Но и среди такой красоты, Салям признается, частенько скучал по Москве. Поэтому решил, частичка русской столицы здесь ничуть не помешает. Напротив, органично дополнит восточный колорит. Влияние Москвы было большое. Памятники, бусты, все что. И зелень цветов на улицах. Это мы делали. И лично я уже своими руками с друзьями, и были и инженеры, и врачи, и все. Это никто от нас не требовал, самостоятельно хотели это делать, чтобы утром вышли люди из дома, видели не пустынность здесь, а вот цветов там и все. Даже теперь, будучи на пенсии, он продолжает воплощать новые проекты в родном городе. И уже нашел на карте местечко для русского сада. Амман нам выделил участок земли, чтобы мы подарили городу от клуба выпускников и от общества дружбы сад, который будет называться «Русский сад». Эту идею он подсмотрел в стенах родного университета, когда гулял по зимнему саду Рудеян. Потому что листья маленькие, для погоды Иордании тоже подходит, что воды мало, жары много. Это пока здесь пустырь, а через 6 месяцев тут должен появиться настоящий русский Диснейленд. Здесь будет открытый театр, здесь будет площадка для детей. Рядом с площадкой будет строительство маленького музея, русского музея. На этой же улице находится посольство США. Салям говорит, это случайность, никакого подтекста искать не нужно. Напротив, он рад видеть в русском саду абсолютно всех жителей и гостей Аммана. Что и хорошо, что и хорошо. Пускай видят, что у России друзья. Где бы он ни находился, в
цитадели родного Аммана, в стенах любимого университета или где-то еще, все хорошее, что там есть, оно сохранилось благодаря совместным усилиям. 150 стран учились в университете дружбы народов. Там не преподавали нас, учили, как дружно жить. И теперь у меня во всем мире есть друзья, выпускники, которые там учились. И у моих друзей тоже во всем мире есть друзья. Вот этим мы гордимся. И должны так люди жить, потому что иначе разрушится весь мир. Об этом он скажет и на юбилее родного университета. Каждый выпускник университета дружбы народов – это посол России, это народная дипломатия России во всем мире. И не раз призовет к доброжелательности в своих интервью. Зная выпускников советских вузов и дружиться с ними из всего мира, дало нам такое, как большая-большая семья выпускников советских вузов. И, конечно же, поддержит миротворческую деятельность России на традиционной ассамблее фонда «Русский мир». Я благодарил за позицию России в Сирии, потому что я считаю, что это было самое нужное в то время, эта позиция России, потому что иначе терроризм распространился по всему миру. Его голос был услышан и высоко оценен. По приказу президента Владимира Путина Салям Твалю в прошлом году вручили Орден Дружбы. Большое-большое спасибо, что тоже в России ценят труд общества дружбы и ассоциация выпускников, клуб выпускников или личное мое, да? Оказавшись на пенсии, инженер-строитель Салям теперь налаживает мосты между двух любимых стран. Он возглавляет клуб иорданских выпускников советских и российских вузов. Я не один здесь работал. Я здесь с друзьями, с выпускниками много очень, что мы делали. Нужно времени для этого. Но что бы мы ни делали, мы не заплатим обратно то, что нам сделано было. Так что это часть нашей задачи сейчас познакомить наших иорданцев о России. И знакомить, как известно, лучше с пеленок. Знаете, что у нас будет в Аммане здесь большой русский садик, где вы можете там в саду и играть, и рисовать, и театр будет, и библиотека будет, и будут дерева, и речки такие маленькие, и береза будет, и Пушкин. Однажды, подружившись с Россией, его сердце навсегда разделилось пополам. Я, конечно, очень люблю мою страну, да? Но я всегда говорю, каждому человеку есть и папа, и мама. Один из них Россия для меня. Мы решили проверить, насколько это сложно идентифицировать себя по национальности в одной большой смешанной семье на нашей планете. Московское общежитие или Королевский дворец? Сегодня Королевский дворец. Но тогда, конечно, Москва. Вот. Мертвое или Черное море? Мертвое. Нахид Хаттар или Михаил Лермонтов? Лермонтов. Черемша или Мансав? Черемша, безусловно. Петра или Питер? Питер. Черный ирис или русская ромашка? Ромашка. Верблюд или медведь? Медведь, я верблюд не люблю. Россия или Иордания? Иордания. 3,5 в пользу России. Выходит, пока студент из Иордании учился строить дома, он построил свою любовь. Любовь к России, которую получил в наследство от своего отца. Поэтому для Салям Тваля особенно важно, чтобы это чувство, как памятник архитектуры, сберегли и передали дальше его потомки. Мы пронесем через года.